Так, всех приветствую категорически. Продолжаем обзор наших карт заклинаний. Ну и магии в целом. Заклинание «Синий куб» создает магический круг для стирания пуль и стрел. Что-то я поторопился убирать скелета. Сейчас его надо вернуться. Он создается вроде как на 10 минут, насколько я помню. И сейчас поставим скелетов. Здесь и здесь. Здесь мы поставим, предположим, условно магический круг. И перейдем в режим выживания. Как видите, они в меня не могут попасть. Магический круг сразу нейтрализовывает любые стрелы, любые выстрелы в мою сторону. Как бы они ни старались, они не могут мне навредить. Очень полезная вещь. А теперь посмотрим его крафт. Для этого нужен активированный синий куб и 3 бумаги. Следующий магическое заклинание у нас будет зеленый куб. Создает скажновую вену, по сути. Или же вы, если ее истощили, то можете ее регенерировать. Регенерирует рудные жилы в текущем куске. Иными словами, мы сейчас предположительно создадим какую-нибудь железную руду. И ничего не произошло. Во всяком случае, она должна регенерировать наши рудные жилы. Теперь рассмотрим следующее заклинание. Магический круг для уничтожения блоков и сущностей. Крафтится зеленый, соответственно, из зеленого куба. Красный, соответственно, из красного. И 3 бумаги. Делается сразу по 3 штуки. Ну вот. Теперь любые мобы, которые туда зайдут, будут получать моментально урон. Вот, к примеру, корова. Отлично подходит для защиты. Или массового уничтожения. Теперь магический круг черный. Его крафт черный активированный куб. 3 бумаги. Он уничтожает только монстров. То есть для вас он будет безвреден. Вот я перешел в режим выживания. И все в порядке со мной. Сейчас перейду творческий. Как вы уже заметили, перешел. И создам какого-нибудь скелета. Но не здесь, потому что здесь светло все-таки. А вот здесь где-нибудь. И создам вот этот тут круг. Все, все исчезли. Моментально всех нейтрализовал. Следующий магический круг – лечение. Исцеляет всех существ. Давайте, к примеру, здесь его заспавним. А зачем здесь? Собственно, если мы будем опять скелетов мучить наших, то где-нибудь здесь. Перейдем в режим выживания после того, как заспавним скелетов. И вот. Скелеты очень счастливы. И все. Вот мы вылечились, а скелеты покалечились. Теперь вернемся обратно к нашим заклинаниям.
Сонная ночь. Уничтожать окружающих монстров. Это, конечно, не монстр, но посмотрим. Понятно. Создадим снова многострадальных скелетов. Заклинание пригодится тем, кого уже, скажем так, окружили монстры. И все. Применили, и никого нету. Очень удобно, когда вас окружают какие-нибудь зомби в больших количествах. Предыдущее заклинание. Сейчас посмотрим. Крафт. Это две синих капли. Синяя капля и черная капля, и бумага. Крафт лечения. Это белый активированный куб. Зелено-белый. Это белая капля и зеленая капля. Создаются по два заклинания. То есть заклинания создаются исходя из количества бумаги затраченной. Это заклинание исцеления. Оно будет исцелять игрока, окружающих мобов, коров, там, куриц и всех остальных. Следующее — огненный язык. Очень удобное заклинание, которое призывает нам огненную собаку, которая нас будет защищать. Давайте возьмем для примера какого-нибудь крипера. Ну, глупая собака. Забежал туда, куда не следует. Воедино, крестьянин. Ведьма. Давайте ведьму возьмем. Отлетим подальше от наших кругов, которые мы уже насоздавали. И, допустим, вот столько-то ведьм сделаем. И сделаем огненную собаку. Все. Как видите, атакует. Всех расстреливает. Даже лучше, чем любой волк. Уровень жизни можно определять по хвосту. И вот он, наша последняя ведьма. Все. Собака со временем исчезает, так что можете не обращать на нее внимания, она исчезнет со временем. Крафт этой собаки, где она у нас? Огненный язык. Красная капля, зеленая капля. Получаем два заклинания. Заклинание взрыва. Равная атака с членовредительством. Давайте рассмотрим поближе. Вот так вот она работает. Создает взрыв вокруг вас. Вот, видите? Всем наносит урон, кроме вас. Хотя, может быть, и вам. Сейчас посмотрим. Перейдем в режим выживания. Тут у нас была ведьма. Уже, похоже, нету. Пёсель разобрался. Ну, подойдем к коровам тогда. Урон наносится всем. Извините, я ошибся. Я не использовал это заклинание как таковые, когда выживал. Вернитесь в точку возрождения. Одно из лучших заклинаний, когда вы сделали себе отметку, а потом на кровати куда-то там ушли очень далеко и решили вернуться. Голубая капля, белая капля для создания взрывной, синяя капля, красная капля. Ну вот, я вернулся там, где зарегистрировал свои координаты появления респавна. Следующее заклинание — криогенный. Он создает криогенный куб. Как вы видите, моему персонажу стало очень холодно. Вот.
замерзло сердечко. Рассмотрим, как делается криогенный. Зеленый экстракт, синий экстракт. Следующий зеленеющий. Это цветок. Создает цветок, который уничтожает абсолютно любых мобов. Цветок без времени, он остается на постоянно. Ну вот. Вот цветок так вот съедает их, если слишком близко приближаются. Те, кто слишком далеко, она начинает расстреливать. Идеальный способ защиты базы. Перейдем в режим выживания. И вот он, цветок, на нас никак не реагирует. Видите? Вообще ноль реакции на нас. Советую его создавать в режиме выживания эти цветки и ставить вокруг своей базы, вокруг своего дома, и будет защищать вас от всего. Черный экстракт, зеленый экстракт. Черный я уже показывал, как и зеленый. И две бумаги. Следующий у нас дальнобойный эффект парализует окружающих существ. Один магический круг исчез. Вот. Корова теперь стоит на месте и сделать ничего не может. Так как это эффект паралича. Давайте куда-нибудь спустимся. Где у нас есть мобы. Давайте тогда создадим мобов. Создадим снова ведьму. Несчастную. Вот. И вот она стоит на месте. И ничего не может сделать. Можем ее атаковать. Она не может выпить зелье. Она не может атаковать нас. Единственное, что она может сделать, это задрать свой нос и на нас смотреть недовольно. Следующее заклинание, которое мы рассмотрим, будет уже ясновидение. Предыдущее, которое паралич вызывает, синий экстракт, красный экстракт. Очень дешевое, между прочим. Давайте посмотрим ясновидение, что из себя представляет. Добавляет эффект свечения. К примеру, здесь. Ну вот. Все враждебные мобы подсвечены, и мы их видим. Если мы пойдем в какое-нибудь другое место, вот они. Все сразу подсвечиваются, и их видно. Как сон мы используем какие-то читы. Как только мы отдаляемся от них слишком далеко, они исчезают. Посмотрим, сколько здесь у нас мобов. Очень удобное заклинание, особенно когда в шахтах, и там какой-нибудь крипер, кто-нибудь за углом прячется, или какие-нибудь спавнеры искать. Нет, других тут, значит, тут шахт нету. Вот тут посмотрим. А, тут много курочек. А, ну вот, видно. Два зомби. Хорошее, удобное заклинание. Его рецепт крафта. Белый экстракт, черный экстракт. Рецепт крафта, я бы сказал, средний. За счет того, что тратится алмаз. Теперь противоположность нашему криогенному кубу. Это огненный куб. Вот. Создает инферно. Инферно по-английски, если смотреть на климат-контроль. Подходит для разового использования для переплавки, пережарки блоков, которым требуется высокая температура. Если я выйду из творческого
и подойду, то, соответственно, буду получать урон, как вы видите. 4 единицы или 2 сердца. Куб создается не на постоянной основе, а создается лишь на какой-то интервал времени. 2 или 3 минуты. Сейчас уже точно и не скажу, я уже и не помню. Следующее заклинание. Ну, сначала вернемся чуть назад. Бело-красный. Это красный экстракт и белый экстракт. Создаются 2 штуки. Следующее заклинание у нас мельница. Отличное заклинание, но делается из активированного синего куба, активированного зеленого куба и 2 бумаг. Получаем 2 заклинания. При использовании, соответственно, если мы воспользуемся им, ну, допустим, где-нибудь здесь, за деревом, жмем, и вот появилась мельница. В мельнице рандомное наполнение, а вот и серебряные слитки, о которых я упоминал. Мельница бывает как целая, так и разрушенная, когда не хватает одного вот такого вот элемента. Давайте его поставим обратно. Вот. Вот она, наша мельница прекрасная. И можно создавать так вот постройки, незамысловато. Крафтится из синего куба и зеленого активированного куба. Следующее заклинание — скарновая вена, о которой я упоминал неоднократно. Давайте ее создадим где-нибудь здесь. Вот. Скарновые вены, когда вы будете играть, будете находить вот так. Вот так вот, прожилками небольшими. Сейчас я воспользуюсь инструментом для откладки мода Воронья Рейль. У нее нет крафта вообще никакого. И автор ее создал для проверки скарновых вен, как они создаются. Правильно или нет. Сейчас я вскопаю и покажу, как она выглядит из себя внутри. Вот. Это все известняк. Из известняк можно сделать кирпичи и обратно. Можно сделать известняковую пыль. Вот они, кирпичи из 4 известняков. И обратно. Вот они, известняковые кирпичи. И обратно разбираем на известняк. Дальше идет у нас мрамор. В мраморе чаще всего можно найти рубиновую руду, о которой я упоминал в первом ролике. Наверняка. Сейчас уже и не скажу. Здесь присутствует синяя руда. Копнем глубже. Вот. Вот она кварцевая, зеленая, черная, синяя. Еще одна зеленая. И тут грейзен. Капнем глубже. И вот мы нашли заветную топазовую руду. Здесь же находим александритовую руду в грейзене непосредственно. Она спавнится. И вот так вот до самого конца. Если капнуть глубже, то там будет уже бедрок и лава. Под всеми скарновыми жилами находится лава, поэтому, когда будете их копать, будьте аккуратны. Сейчас я использовал инструмент откладки Воронью Дрель, поэтому создалось здесь стекло, для того, чтобы все не залило. Что ж, покинем нашу скарновую вену, которую создал. Они спавнятся естественным путем в мире и случайным образом. Чтобы ее создать, нужно 2 зеленых активированных куба. Кубы мы рассмотрим в следующем видео, как создаются. Активированные и неактивированные. Следующее заклинание — горячий источник, которое можно встретить в горах чаще всего. Давайте его создадим где-нибудь здесь. Вот. Получили горячий источник. Получили мы гипс, белый известняк и тонизирующую воду, насколько я помню. Сейчас перейду в режим выживания и возьму ведерко. Нет, вода — горячий источник.
Она будет нужна использоваться в крафтах. А еще хорошо использовать ее как декорацию. Давайте посмотрим, что с ней можно сделать. А с ней ничего нельзя сделать. Давайте отключу. И посмотрим. Если налить в чашку из мельхиорового серебра, можно получить регенерацию +1. Ну, на 1 минуту. Если пить эту воду. Согласно докладу этого GI. А вообще, ее можно еще использовать не совсем обычным способом. Но у меня здесь нету ледяного биома, чтобы это показать. Нет, все-таки есть. Давайте телепортируемся. Как видите, холодно. Если я сейчас разолью это ведерко здесь, на 1 блок ниже, возьму мотыгу, обратно вернем это. Возьмем вот мотыгу нашу драгоценную. И сделаем грядки. Они будут пить воду из этого источника самого. По идее, насколько я помню. Вот видите, увлажняются. Давайте что-нибудь посадим для теста. Увлажняются, но не все. Дальность действия источника маленькая. К тому же он еще и ускоряет рост, как я вижу. Давайте посмотрим, как он делается. Красный активированный куб, зеленый активированный куб. Следующее, что мы рассмотрим, белое здание. Караван-сарай. Делается из черного активированного куба и зеленого. Давайте вернемся обратно. Вот мы и вернулись обратно. Давайте здесь где-нибудь и создадим его. Неподалеку, раз уж начали загаживать местность. Вот здесь, допустим. Ну вот. Здесь, в этом здании, будут приходить торговцы и оставлять свои вещи. С ними можно поторговать. Полочки будут тоже заставлены, появятся сундучки и, соответственно, бочки. Через какое-то время они появляются сами. Вот, к примеру, здесь. Эта местность у меня была прогружена достаточно давно, как видели кусочек, и поэтому здесь вот уже торговцы, с которыми можно поторговать, что-то купить, что-то продать. Также в режиме выживания, когда к ним приходите, всегда смело берите их вещи, не стесняйтесь, это признак хорошего этикета. А теперь перейдем в режим выживания. Тут баганулось у меня освещение. Вот арак, у них алкоголь можно взять. Саке, пиво, бренди, саке, финиковое вино. Финиковое вино и вино. Как видите, дает различные эффекты. Поглощение, устойчивость к снарядам, поглощение опыта, широкая добыча полезных ископаемых, устойчивость к снарядам. А вот тут-то уже у нас бочонок, нет, не бочонок, был сломан. Сундук, но должен был быть здесь сундук, финиковое вино. И да, при добыче этих бочек содержимое не вытекает, оно остается. Так что можете смело их брать и переносить. Вот они, бочонки. Тут у нас не написано что. Здесь вино. Финиковое вино, розовая вода, белый ром, саке.
Здесь у нас вино, финиковое вино, пиво. Саке. А вот бочка, которая там должна была быть, в которой содержится еда. Не бочка, а сундук, извиняюсь. Финиковое вино. И тут финиковое вино. Нет, тут пусто. Теперь пойдем проследуем дальше. Здесь имеются кровати для того, чтобы переночевать, пропустить ночь. А также посмотрим на другое. Вот другое здание. У нас, к счастью, есть лопата, поэтому мы можем все взять без проблем. Вот так вот, правой кнопкой мыши. В сундуках, соответственно, лежит рандомный лут. Здесь всегда по-разному. К примеру, сегодня раздатчик, завтра может быть печка, вместо котла может быть наковальня или еще что-нибудь. И вот. Посмотрим теперь на них. Как видите, с ними можно не только покупать, но и продавать. К примеру, горючий сланец за 5 изумрудов. Вот еще один сундук. Целестин. Золотое яблочко. Кирка. И вот о чем я и говорил. Один из законных способов получения губок халявных. Или же проигрывателей. Вот они шпендели. Вот на коса. Посмотрим, что у них в комнатах. В комнатах у них кровати. В этот раз вот так заспаунилось. Это здание, базар, скажем так, всегда по-разному создается. Возвращаемся к нашему обзору заклинаний. Мозаикский источник. Это будет, пожалуй, последнее заклинание у нас на сегодня. В следующем мы рассмотрим уже непосредственно другие моменты, которые у нас есть. Давайте где-нибудь его здесь создадим. Ну да, пускай будет здесь. Это источник из Незера. В Незере протекают такие вот источники. Давайте возьмем ведерко и соберем немного этой жидкости. Я не помню, он наносит урон или нет. Абсент. Нет, не наносит. Пить его нельзя. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. У абсента нет эффектов. Ну что ж, на этой ноте мы и закончим, так как мы уже осмотрели все карты заклинаний. Остаются лишь у нас кольца мы рассмотрели. Остаются у нас кулоны. Такие вот. Остаются у нас значки. И некоторые другие предметы, которые мы будем рассматривать в следующем ролике. Благодарю всех за внимание. В следующем ролике мы продолжим рассматривать магию раздел. Всем спасибо и счастливо!